Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Спасибо огромное за то, что вы со мной. На моем канале, как всегда, вы услышите искренние и добрые слова поддержки. Тема сегодняшнего расклада. Твой истинный образ в глазах мужчин. Как вам это использовать себе во благо, да? Ваш магнетизм этот. Мужчины не смотрят на детали, они смотрят на общее состояние. Одним своим присутствием вы запускаете в их голове определенный сценарий. Кто-то видит вас роскошную женщину, ради которой хочется покорять мир, а кто-то ту, с кем хочется просто молчать о самом сокровенном. Но знаете ли вы, какая именно ваша грань сейчас светит ярче всего? И как вам направить этот свет так, чтобы мужчины сами стремились выполнить любое ваше желание? Ну, может, не любое, через одно, да, хотя бы, девочки, будем реалистками. Давайте посмотрим на вас глазами мужчин, найдем ваш золотой ключик к мужским сердцам. Какая вы, какая принцесса пришла на расклад? Какая? Девочки, красивая, но что-то замученная, уставшая. Может, элементарно не выспалась, может, не приведи Господи, там приболели. У кого-то не соблюдаете режим отдыха, сна, на 3 работах пашете, как прекрасные лошадки, да. У кого-то, в принципе, какое-то такое состояние, как высосали из вас энергию. Вот эта карта первая мне так идет. Ну, я верю, что это временное у вас состояние. Может быть, чем-то огорчены. Но тут, в принципе, как больше как физическое состояние. Повторюсь, девчонки, срочно прогулка перед сном в парке, шелестим листиками, да? У кого они еще есть там под ногами листики. Так, и спадки, да, отдыхаем, восстанавливаемся. Почему-то мне показали дом. Скорее, знаете, у кого-то сейчас может быть даже проблемы с домашними, и вы нормально не можете восстановить свою энергию даже дома, к сожалению. Ну, значит, ставим ультиматум и говорим: все, тихо, все идите гулять, а я сплю. Я себе уделяю время. Так, какая девочка пришла на расклад? Вышла у меня белая ворона. Ну, в принципе, ваша инаковость не похожа ни на кого. Может быть, повторюсь, род деятельности, там хобби какое-то. В принципе, такой вот взгляд, да, на мир, на взаимоотношения с людьми, с вашим там окружением, близким, не близким. В том числе тут взаимоотношения, да, как будто бы у вас показано неустойчивое сейчас положение. Тут барышня сидит на жердочке, рядышком вороны. В любой момент эти вороны взлетят, покаркают, там между собой договорятся на своем замечательном языке вороньем, да, и там придут к консенсусу, а вы можете шандарахнуться вниз, очень больно. Это о вашем окружении. Может быть, там у кого-то это коллектив, где, опять-таки, вы можете себя чувствовать этой белой вороной. Можете быть даже в кругу близких, родных, и опять почему-то такая какая-то инаковость. Связаны страхи с, опять-таки, вот этим неустойчивым положением. Может быть, неуверенность в завтрашнем дне, у кого-то это материальное ваше положение, нет того самого запаса, да, там, уж не знаю чего, в банке, в сейфе, в ячейке какой-то там валюты, в принципе, может быть неуверенность, не знаю уж. У кого-то это, не знаете, куда приложить свои силы, энергию для того, чтобы, может быть, получить классный результат. Вот тут что-то такое, какое-то состояние мне ваше сейчас описывают. Карта диссонанс – это история о том, что мечтаете, планируете одном, на данный момент, к сожалению, получаете другое в моменте сейчас. Многие из вас тут очень нежная, карта нежность, нежная, ласковая, такая прям женственная, девочка. И у вас вот диссонанс рядом с этой картой говорит о том, что вот потребность в этом у вас не закрыта. То есть вы хотите больше этого
учитывать в отношении себя, может быть, заботы, нежности, поддержки. Вам сейчас этого не хватает, но, скорее всего, не от чужих людей, да, не просто там какой-то от, там, не знаю, коллеги по работе, какое-то жалостливое, сочувственное, как ты хреново выглядишь, боже, до чего ты себя довела, там, ты такая красивая, но замученная. Нет, такое вам нафиг не надо, вам нужно, скорее всего, от близких, родных, действительно поступки какие-то, да, чтобы вы почувствовали, что вас ценят, о вас заботятся. Ну, мне так идет, девочка, девочки. И последняя почему-то карта боли. Тут крик прям. О чем это? Не могу понять. Что сегодня такая странная сигнификация, мои хорошие. Или я в моменте это просто у кого-то считала из вас. О чем крик? Справедливость. Ой, ну, что у меня вышло, то вышло. Вышла карта справедливость, это часто говорит о законном браке, о союзе с кем-либо. У кого-то это уже длительные отношения с партнером. При этом такое ощущение, как будто бы вы все и сами знаете и понимаете, и нюансы какие-то. Многим некомфортно, да, так мягко скажу, в этих взаимоотношениях, но почему-то вы даете себе еще шансы и, может быть, партнеру периодически как стараетесь отстраняться, дистанцироваться, хотя эта боль внутри живет. Какая-то боль, потому что, понимаете, ну что-то не так, ну не хотела бы я так жить. Вот именно вот семья, взаимоотношения, может быть, с тем самым партнером. Карта замок на многое, может, некрасиво скажу, пытайтесь даже закрывать глаза, не принимать близко к сердцу. Мне так идет. А потом периодически, знаете, как это снежный ком, оно накатывает, вроде думаете получше, потом опять какая-то, может быть, борьба, противостояние, отстаивание. Вы что тоже уже осознаете, что какие-то ваши потребности не закрываются. У кого-то это в поддержке, в нежности, у кого-то, давайте так, все земные люди, у кого-то в связи с тем, что вы тут работаете, многие на износ, материальная поддержка, вам бы хотелось иметь опору, защиту. В материальном плане тоже, да, может быть, передохнуть хотя бы. Это же все накапливается, и тут вот карта, как-то борьба, может быть, как проскакивают какие-то такие искры, да, между вами, и вы можете там, ну, не знаю, претензия, не претензия, но озвучивать там что-то, или в принципе недовольство свое какое-то высказывать ситуации, которая сложилась. Ну, в ответ тут тоже, я так думаю, вам прилетает кучу всяких замечаний, да, не буду говорить обвинений, замечаний каких-то. Вот поэтому борьба. Потом, может быть, время от времени вы как маску одеваете, стараетесь свои эмоции вообще не показывать, так как особо не видите тут смысла. А внутри боль, крик, девочки, вот не закрытое что-то, как будто бы это, ну, на одном и том же месте, вот вы как топчетесь. У многих эта карта, крест, говорит о том, что вы принимаете уже как случившееся, как сложившуюся ситуацию, то, что, ну, у вас эти взаимоотношения с вашим партнером. Кардинально, может, не готовы вы тут шашкой махать и менять партнера, шило на мыло, или в принципе даже не рассматриваете это, как этот вариант. Единственное, вы хотели бы улучшить ваши взаимоотношения с ним, с партнером. И такая, девочки, сигнификация у меня ваша вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, твой истинный образ в глазах мужчин, как использовать этот магнетизм себе во благо. Вам, то бишь, во благо. Первое. Так, постараюсь ускорить процесс. Посмотрим, как это получится у меня. Так. Твое внешнее проявление. Что они видят, мужчины наши замечательные, первые 5 секунд в вашем облике, да? Угу. Интересно. Так, та черта, которую ты в себе не ценишь, но мужчина от нее без ума.
Что в тебе отпугивает слабых мужчин? Твоя сила, интеллект или холодность? Может, и здорово, что слабых отпугиваете. Ну, посмотрим, что карты покажут. Хотелось вот так. Так, и как этот образ помогает тебе в делах, карьере? И совет карт, как усилить свою привлекательность, да? Может, посоветует карты. И в конце будет совет психолога. Может быть, это будет интересно, полезно вам. Ой, начинаем, продолжаем. Так, девочки, карта сыпется. Итак, первая у нас идет. Твое внешнее проявление. Как мужчины видят тебя первые 5 секунд. Угу, интересно. Чудно, сразу говорю. Так, как там выражение, не бросайте и не бейте, не бросайте ничем музыканта и не бейте его, да, он играет так, как может. Вот я сейчас буду вам это точно так просить вас. Так, смотрите, ваше первое проявление, как они видят вас первые 5 секунд. Видят вас женщина, которая их тянет. По карте компас и карта принц. При этом вы четко как будто бы вот даете им вот считать, понять, что вы уже во взаимоотношениях, взаимодействии с какими-то мужчинами натерпелись, намыкались, уже знаете подноготную всю, вас уже как будто бы никакими там иллюзиями, красивыми высокопарными словами не затащишь во взаимоотношения, и уж тем более в союз какой-то долговременный. В принципе, видят вас женщина, которая открыта для общения, да, карта компас. К вам можно найти подход, и вы, в принципе, не схлопываетесь, не закрываетесь. Но сразу карта принц, как будто бы планочка у вас такая. Карта принц это сродни, ну, император, уж не знаю. Я не говорю, что вам тут надо этого какого-то там космонавта, олигарха, еще чего-нибудь. Нет, это просто ценность мужчины. И для вас это очень важно. Это не просто ваш какой-то там, знаете, вот я так хочу, я так мечтаю. Это о том, что мужчина должен быть мужчиной, брать ответственность, быть серьезным. Не говорю, что он там не должен быть веселым, общительным. Это все сюда. Но принц, планочка, вам не надо, не нужно каких-то, не знаю, там, знаете, каких-то выходов мужчины с павлиним хвостом, вот это вот покрасоваться. Вы сами можете покрасоваться. Вы уже как будто бы тут опытная женщина. Вы уже считываете, вот повторюсь, ценность мужчины. И это не о материальном, хотя о материальном тоже. Это все сюда. Тут больше о том, что мужчина действительно себя представляет, и то, какую картинку он перед вами может разыгрывать, да. Опять, это о каких-то пустых обещаниях, которые, в принципе, он и не планирует выполнять. В принципе, вот тут такое вот. И карта правосудия. На самом деле вас считывают, ну да, у нее довольно-таки, они, как вам сказать, эти реалистичные требования. Тут нет меркантильного, ничего. Вас такой не считывают. Вас считывают женщина, которая четко смотрит на вещи. Ясно, понятно, по правосудию, при этом даже справедливо. Может, и вы никаких там не предъявляете, там, знаете, к мужчинам каких-то запросов, там, да, как-то себя так феерично, может быть, там не ведете, то есть не пытаетесь под глаза опустить. Вот тут такое. Тут как будто бы женщина, тут, наверное, знает себе цену, вот так вот, ваше внешнее проявление первые 5 секунд.
Плюс все-таки карта правосудия, кто-то из вас действительно не свободен замужем, и следующая карта сбежать. То есть, если при ближайшем взаимодействии мужчина там начинает там, ну, слишком ярко флиртовать, там, ручки распускать, там, пытаться вас погладить, еще что-нибудь, ну, все мы знаем, какие-то моменты в нашей жизни были, то карта сбежать. Вы можете говорить, я замужем, и как-то так мягко это все обходите, уходите, все, и не даете поводов тут мужчине даже думать о том, что что-то может быть. Вот тут не так идет, девочки. Но это первые 5 секунд. Тут сразу как будто бы женщина отсеивает. Ну, не-не-не, мне не надо. Проблемы мне не нужны. Я могу вам своих добавить, если вы хотите, да? Как это там выражение у Мерлин Монро было. Мне мужчина нужен для счастья, да? Несчастливая я могу быть и сама, что-то из этой серии, да? Хотя вы тут нет никаких карт, говорящих о том, что вы тут несчастливы. Я о том, что ну, вам не нужны какие-то там проблемные, там, может быть, вы не перекладываете ответственность за свое там счастье сразу на мужчину, не цепляетесь в него, да, тут такого нет, наоборот, тут такой как будто бы, так, стоп, дистанция, я вначале тебя рассмотрю. Так, та черта, которую ты в себе не ценишь, но мужчина от нее без ума. Ух, а что это как-то интересно? Ух ты. Бог ты мой, какой дьявол красивый, смотрите. Я так люблю эту карту. Такой возможности. Офигеть. И чё это? И чё это? Как это все читать? Странное сочетание, я вам хочу сказать. Тут такая вы для них загадочка, да, как это, задачка со звездочкой. Непростая девочка, это твердый орешек. Ну вот тут почему-то с одной стороны показана женщина, то, что было в сигнификации вашей выходило. Вы тут как уставшая, красивая, но какая-то уставшая. Что вышло, то вышло. При этом карта озарения и одиночества. Знаете как, может быть, вы считаете, что, ну, элементарно, вы уже подзадолбались, вам хотелось бы отдохнуть, и вот этот вот какой-то ритм, может быть, жизни, вам действительно нужно это поменять. Но тут карта одиночества. Многие, кстати, да, многие могут осознанно даже или неосознанно, знаете, уже тащить все на себе и думать, лучше я уже буду тащить на себе, не надо мне никаких там вашей помощи, не надо никаких там советов. И это считывается мужчинами, вот даже не знаю, тут как-то так. Многие из вас думают, что, наверное, если бы был бы какой-то там мужчина, который взвалил бы на себя эту мою ответственность, мне было бы, конечно, легче. Но почему-то мне такое, как одиночество и вот эта усталость какая-то. Я вам хочу сказать, вот мужчины вот считывают вас, женщины, которые, опять-таки, они это как-то считывают, что вы там не цепляетесь в них мертвой хваткой, не будете там бегать за ними. Вот тут вот как-то так интересно, что женщина выкарабкается сама. Я сама знаю, мне надо идти развиваться, у меня все будет хорошо. Пока может быть временные трудности, тут, скорее всего, ваша сила духа, сила воли, вот они так это считывают. Женщина не слабая на самом деле. Вы, может быть, мягкая, внешне белая и пушистая, привлекательная, но вот это вот ваша где-то уверенность в том, что я все смогу, я преодолею, и без мужчины смогу. Тут это считывается, девочки. Ну, в данном случае это получается, как их цепляет. И тут же дьявол. Это ваша сексуальность, это ваша привлекательность. А тут еще как-то так оно странно. С одной стороны, одиночка, да, вы к себе не подпускаете. С другой стороны, вы привлекательны. И вы можете в моменте там рамочки, границы держать, но при этом где-то так весело пошутить, где-то как-то так выразиться. И они считывают, что а у этой женщины очень богатый жизненный опыт. Может быть, сексуальный опыт. Может, женщина уже действительно общалась не с
одним мужчиной, да, давайте я так мягко это скажу. При этом они понимают, что с вами может быть так классно, интересно, манка. Вот вы такая вся манка, и тут карта возможностей. Это о чем? С одной стороны, одиночество. Я ни на кого не набрасываюсь, ни себя не предлагаю, упаси Господи. Даже держусь на расстоянии. Может быть, с улыбочкой, с такой хмылочкой даже наблюдаете за какими-то там поползновениями, попытками флиртовать. В один момент вы можете где-то как-то развернуться и тут же тоже пошутить, может быть, что-то такое вот сказануть. При этом, может быть, где-то они вас видят в таком образе сексуальном, привлекательном для них. И они тут офигевают и говорят, а может быть это как возможность, может это шанс все-таки. Я же говорю, задачка со звездочкой непонятная, манкая. Но тут же сразу возможности-то может быть и есть у кого-то, действительно неправильно считывает. Но тут же карта горы. Это у кого-то трудности во взаимоотношениях. Это о чем? У кого-то непреодолимые. Там мужчина не свободен, и вы говорите, нафиг оно мне нужно. У кого-то вы не свободны, соответственно, тоже. А у кого-то это требование, действительно, не все так просто, как, может быть, им в моменте покажется. Вот тут интересно, какая-то как игра. Но я не вижу, чтобы тут это какая-то была лживость с вашей стороны. Упаси Господи, вы такая, как есть. Ну, тут такая какая-то интрига, она тоже существует. Вот они вас такой считывают. Тут не глупая женщина, тут женщина, которая уже, наверное, разочарована где-то, ну, любит в себе женщину. Вот, как-то так. Давайте так. Так, разочарована во взаимоотношениях уже, опытная. Так, что в тебе отпугивает слабых мужчин? Твоя сила, интеллект или холодность? Слабых мужчин непонятная вы сразу. По Луне много вопросов, мало ответов, трудно считать, непредсказуемая, вполне возможно, трудно манипулировать вами. Как будто начинаешь с вами общаться, и чем больше общаешься, тем больше понимаешь, она многогранна, в ней много непонятного. Может быть, даже где-то, ну, отпугиваете, сразу говорю. И тут манкость, они, слабые мужчины боятся. Знаете, как вам сказать, тут ваш магнетизм по Луне, тут могу так считать, очень боятся того, что они станут зависимы от вас. В каком плане? В том плане, что как, это ваша харизма, сексуальность, они боятся стать подкаблучниками. Слабые мужчины, ну что? Так, отпугивать слабых мужчин, твоя сила, интеллект или холодность. Так, что отпугивает? Ну, давайте так. Они считывают все равно вас свободолюбивой, очень свободолюбивой. То есть сразу мужчины, как-то может сразу, не сразу, после второго свидания, слабые мужчины мы говорим, да? Понимаю, что если в отношении вас, тут карта, видите, мужчина за спиной держит этот кинжал, будет подлость, предательство, какие-то гадкие поступки, вы тут же крылышки расправите, им так кажется, расправите эти крылья, улетите и будете счастливы без него. Карта расставания. Расставание после вот таких вот каких-то подлых поступков, недостойного поведения, будет неминуемо это расставание, да, и женщина будет карта уединения, но она тут разведет этот огонь, и ей будет комфортно и классно. Может там поплачет чуть-чуть, может быть, а может и нет. Может, перекреститесь и скажете, о, еще один, все, освобождаем место для лучших, для сильных. Ну, вот как-то так. И при этом карта надежда отпугивает то, что, ну, сила ваша на самом деле. Сила где-то ваша, ну, вот они считают, что вы себя цените. Я себя точно не на помойке нашла, я не буду вот это терпеть. Там, и зачем оно мне нужно. При этом карта надежда, вы сами не теряете надежды. Вот у карты уединения и тут дальше надежда, даже если это мужчина будет считывать, это говорит о том, что вы знаете, что вы сами не останетесь. Тут как будто бы один уходит троллейбус, второй неизменно появляется, да, и то я подумаю, нужен ли мне он. Вот так вот. Ну, я думаю, тут все правильно у вас. Прекрасно просто. Так, пишем. Как этот образ помогает тебе в делах и карьере? Ага.
Как помогает в делах и карьере. Кстати, вас многие считают, тут карта убеждения, женщина со своими принципами, при этом женщина, которая особо не будет тут, как вам сказать, вы можете быть очень мягкой, общительной, доброй по этой карте, энергетически наполненной, женщина, которая придет на помощь и будет подпитывать, да, и будет поддерживать. Но при этом, если уже, знаете, там, действительно попытаются вами там конкретно манипулировать, вылезть вам на шею, на голову, уж не знаю куда там, вы можете тут четко сказать: нет, ну мне это не подходит, развернуться и вообще порвать взаимоотношения. При этом, вот, что характерно, интересно, это ваш путь, ваша дорога, и вы не потеряете. В моменте, понятно, может быть там трудно потом, но вы потом приумножите, вот там, может быть, новое дело в какое-то пойдете, сделаете выводы правильные, как будто бы непотопляемо, вот им кажется, многим, да. И как этот образ помогает в делах и карьере. Вот они понимают, что вы знаете, что вы делаете. Себе вы точно не хотите навредить. То есть тут сразу такие карты интересные. Вот потеря, утрата. Опять-таки, это считывается, что женщина уже с багажом, со знаниями, осознанная. В жизни тут была потеря, утрата, при этом с каким-то мужчиной, тут скорее всего отношения не сложились. Вы можете всех последующих мужчин сравнивать с ним. До конца вы там думаете, может, переболели, а потом время от времени как накрывать, может быть. И опять-таки где-то похожий образ, где-то что-то триггерит в мужчинах. То есть гештальт не закрыт. До конца отношения тут что-то вам... И он вас держит за шею, он сам вас не отпускает. Вполне возможно, мужчина о вас думает тоже часто. Тут что-то какая-то такая история. Но, в общем, как вам это все? Несмотря на это все, вы тут, следующая карта, нашли в себе силы двигаться дальше. Не просто двигаться, тут райская птичка. Для многих вы являетесь вот архетип любовницы. Привлекательная, ухоженная, вот это все. При этом наполнена энергетически. При этом тут же и семья. Для вас очень важна семья. Семья, может быть, детки, взаимоотношения, поддержка семьи, вот так вот. И при этом вот постоянно вы на языках, вот сплетницы тут. С одной стороны могут, что-то им тут важно, интересно, как у вас в семье взаимоотношения, может, с каким-то партнером. Плюс могут думать, разговаривать о чем? О том, что вы интересны еще и другим мужчинам. Тут они как-то, может, по себе судят, в том плане, что даете ли вы шансы другим мужчинам. Вот тут что-то такое. При этом, опять-таки, вас считают многие белой вороной, но в данном случае тут идет уважение, карта убеждения. Вот. У меня вот такие убеждения. Все, я не буду прогибаться. Я могу пойти тут изначально, если со мной нормально разговаривают, я могу войти в положение, да, типа прислушаться, действительно помочь. В принципе, тут карта семья, это говорит о том, что вы можете быть вот в коллективе даже, ну, помогать людям и считать, что да, семья, коллектив, почему бы и нет. Но если вы сталкиваетесь с каким-то очень некорректным, подлым отношением, то тут карта убеждения: нет, зачем я буду себя предавать? Нет, это уже выше крыши. Многие тут могут, знаете, как изначально ваши какие-то побуждения помочь воспринимать как слабость. Ну, это глупые люди так воспринимают. Но потом они сталкиваются с тем, что нет, это все до поры до времени. Потом вы как-то бы своим каким-то молчанием, игнором, может, замечаниями, может быть, ответами, вы ставите их, ну, на место. Вот тут так. И во всем в этом еще что прослеживается. Они говорят, она всегда при деньгах, она всегда как будто бы, как, я же не знаю, вот, как-то можете это все трансформировать, прикладывать усилия, вот, непотопляемое. Где-то все равно находите лучшее потом. Да, вот какой-то у вас путь, дорога своя. Вот они неизменно удивляются тому, что
им кажется, а где она эти деньги берет, а как у нее так получается, даже если вроде бы, может, у кого-то и какие-то ловушки расставлены на пути, может быть, какое-то такое отношение, чисто, знаете, зависть какая-то, ну, могут недоброжелатели быть, да, понятно. А потом они сами же констатируют, что у вас все неплохо, да, другой бы из вашего какого-то положения, состояния выходил там годами, а вы тут хоп-хоп трансформировали и в бонус, в плюс себе это все перекрутили, да. Совет. Как усилить свою привлекательность? Ну, тут все как всегда, мои хорошие. Тут карта мораль и белая ворона вам говорят, у тебя свой путь, своя дорога. Не ориентируйся на вообще на этот социум. Понятно, что нельзя там нельзя всех посылать в эротические дали, ну почему нельзя? Некоторых можно и нужно. Ну ладно, нет, тут говорят, ты другая, ты не такая, как они, не нужно где-то по их правилам опять-таки пытаться слишком приспособиться, не нужно по их правилам вести игру. Твой бонус, твоя изюминка в том, что карта мораль, добро, свет, вот ты несешь людям это в тебе очень любят, ценят, понятно, почему бы и нет, да. Оставайся такой, вот. Ну, в этом ты такая. При этом говорят наоборот, добавь яркости еще больше. Тебе это не повредит. Плюс, как усилить вашу привлекательность, все желающие вас посадить в какие-то рамки, ограничения, карта кукла, видите, тут мужская рука, которая пытается эту женщину в эту клетку золотую забросить, закрыть в ней, да. У кого-то реально это может быть мужчина какой-то там, ваш избранник, особо ревнивый и старается вас оградить от всего мира, дабы на вас там никто глаз лишний раз не положил. Ну, у кого-то это не мужская, это в принципе взаимоотношения, да, люди пытаются вас использовать. И может навязать свое видение мира, навязать вам какие-то страхи, фобии, может быть, свои программки как-то вот на вас ментально переложить. Вот не пробуй ничего нового, будь там, где ты есть, там лучше, меньше, да качественнее, что-то из этой серии. Вот они сами не решаются и могут вам вот такую как вбивать в голову. Это могут быть родовые даже программы. Так вот, вам говорят, ни в коем случае на это не поддавайся. Послушай, скажи спасибо, я очень ценю ваше мнение, очень для меня это важно. Но при этом карта интуиция. Включай свою интуицию и понимай, что у тебя свой путь, своя дорога. Кстати, многие находятся из вас, вот карта ребенок, слишком все-таки доверчивые, слишком открытые. Все-таки я бы действительно тоже какие-то рамочки, границы еще больше выстраивала, но при этом с улыбкой доброжелательно. И вам говорят, вот эту интуицию, карта ребенок, развивай в себе, развивай. Вот тут не так идет. Ну и у нас совет психолога идет. Мужчины, прекрасные наши мужчины, видят в вас ту искру божественного, которая заставляет их хотеть стать лучше. Психологически ваш магнетизм — это, девочки, инструмент для фильтрации достойных от случайных. И мой совет: примите этот образ как свою суперсилу. Не бойтесь казаться слишком яркой или слишком сильной, или вот этой белой вороной. Вот не бойтесь, вы такая, какая вы есть. Тот, кто вам ровен, не испугается, а тот, кто слаб, сам отойдет в сторону. Все, теперь вы знаете правду. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.